Все, я так больше не могу. Рынок просто идет против меня. Это чувство хоть раз испытывал каждый, кто открывал торговый терминал. Одно из самых частых заблуждений начинающих трейдеров является мысль, что рынок действительно работает против них. Особенно ярко это проявляется при торговле от ключевых уровней, поддержки, сопротивления и так далее, где образуются так называемые ложные пробои. В этом видео я хочу системно подойти к решению этой проблемы. Мы разберем кейсы, живые примеры, а также критерии, которым нужно придерживаться, чтобы не допускать ошибок при ложных пробоях. Никаких индикаторов, только чистый график и максимальное внимание к поведению свечей. Обязательно смотри до конца, если хочешь не терять, а зарабатывать. Окей, друзья мои, чтобы вникнуть в нашу сегодняшнюю тему, нам потребуется несколько наглядных примеров, и я уже подготовил их для вас. Все внимание на график. Начнем с нашей проблемы, то есть сложного пробоя. Например, вот типичная ситуация. Есть уровень, который несколько раз пыталась пробить цена. Каждый выход вверх оказался неудачным, то есть случился ложный пробой. В общепринятом понимании это ситуация, когда актив не может закрепиться выше или ниже определенного уровня пересечения. А вот здесь ложного пробоя нет, потому что цена смогла закрепиться выше. Далее уже пошли неудачные попытки выйти вверх, то есть неудавшиеся пересечения. Делаем вывод. Отличить истинный пробой от ложного может факт закрепления. Давайте рассмотрим, как это выглядит на практике. Внимательно смотрим на каноничный ударный выход вверх. Цена не только пересекла линию, но и вернулась назад, протестировав уровень. Это называется ретестом. И если он проходит гладко, котировка удерживается, то пробой можно считать истинным, только в этом случае. Покажу схематически. Другой вариант. После пробоя актив сразу же продолжает движение без отката. Лучше, если обе свечи будут длинными и уверенными. В такой ситуации мы также можем фиксировать истинный пробой. Две ситуации. Это истинный пробой. Теперь смотрим на ложные пробои. Есть пересечение и моментальный откат вниз. Сразу все пошло не по плану. А вот здесь у нас случился неудачный ретест. Цена просто не удержалась, видите? Далее очередной неудавшийся ретест. Давайте разберем эту ситуацию поподробнее. Сначала был довольно яркий выход вверх с длинной тенью. Вторая свечка уже гораздо лучше. Но затем цена пошла на ретест, который не привел ни к чему абсолютно хорошему. В общем, главное, что вы должны запомнить, не спешите во время пробоев. Вот здесь нам потребовалось 4 свечи, чтобы его верифицировать. То есть, если бы мы спешили, то сделок в минус было бы гораздо больше. Давайте рассмотрим другие примеры. У меня их тут сейчас очень много. Вот здесь нашел для вас хороший. Был закреп доджем, затем актив выстрелил выше. И это дало дальнейший рост. Именно так и стоит торговать пробой, друзья мои. Кстати, пробой линии тренда также может быть истинным или ложным. Сейчас мы это очень подробно разберем. Вот на примере этой наклонной. Смотрите. У нас есть линия тренда. Актив спускался плавно, затем выскочил чуть выше линии тренда. Нормального закрепа не было, рост не начался, поэтому закономерно в итоге котировка опять пошла на снижение. Вот здесь уже случилось нормальное пересечение, рост сразу же продолжился и актив начал отрастать. Кстати, вот еще один пример, который я не заметил, наклонный. Здесь тоже был пробой, он оказался не самым удачным на первых порах, но потом котировка ушла выше. Понимаете логику, да? Все эти кейсы помогут вам отличать истинные пробои и входить в именно подтвержденный рост или снижение. Но также мы можем торговать и ложные пересечения. Вот на этой валютной паре у нас целый ряд ложных пробоев. В целом это нормально для бокового движения рынка, и на этом тоже можно сделать хорошую прибыль. Вся суть во входе в рынок на отскоках при ложных пробоях. Пересечение и выход не случился, значит будет обратный откат. Просто работаем с возвратом цены на позиции, от которых она ушла. На самом деле это самый оптимальный способ торговать флэт. Ложные пробои здесь не редкость, поэтому из них можно выявить большую прибыль. Кстати, вот здесь явное пересечение уровня, правила игры меняются, да, тогда мы торгуем по тренду и не надеемся на обратный откат. Ладно, думаю, самое время перейти на конкретные примеры, сейчас найду их на другой валютной паре и начнем.
Ну а перед первой грамотной отработкой настоящего пробоя хочу заметить, друзья, в мире трейдинга все не так просто. Если вы останетесь здесь, начнете его изучать, то вас ждет еще полно подводных камней, маневров, графических паттернов, неправильное понимание которых приведет однозначно к убыткам. Но если у тебя есть мотивация, готовность развиваться практически и теоретически, то ты уже на половине пути к собственному успеху. Именно для таких людей я и создал свой телеграм-канал. Ссылки на него в описании к этому ролику. Я сам когда-то был новичком, поэтому так рад помочь вам в этом нелегком деле. В моем телеграм-канале вас ждет разбор свежих торговых стратегий, полезные лайфхаки по торговле и мой жизненный опыт. Обязательно переходите и подписывайтесь, ссылки оставлены в описании. Я жду вас. Отлично, друзья, здесь поторгуем классическое трендовое движение вниз, но точка входа у нас основана на пробое. Давайте разберем ситуацию наглядно. Выделяю недавний уровень, от которого отскочила цена. Вот. После пересечения есть вторая медвежья свеча, а мы вошли уже на третий. Поэтому пробой подтвержден. Ну и движение в рамках нисходящего тренда лишь подтверждает мою уверенность в правильности данного прогноза. Пока идет экспирация, хочу донести до вас одну простую мысль. Рынок на самом деле не обманывает. Он равнодушен для всех. Хотя в некоторых случаях действительно имеют место манипуляции, к ложным пробоям это точно не относится. Ценой движет спрос и предложение. И каждое пересечение нового уровня – это тест. Будут ли покупать, станут ли продавать, кого будет больше. Закреп выше означает, что покупатели довольны ценой и есть спрос. Закреп ниже означает, что дороже уже никто не хочет покупать, цена будет снижаться. Я фиксирую свою первую прибыль. Прекрасно. Думаю, что останемся здесь же, почему бы не продолжить работу с пробоем, если он только начался. В этом, кстати, есть вся суть такого метода. Нашли истинный пробой, выжили из него максимум. Все. Я в рынке, хочу показать вам кое-что интересное. Давайте перейдем на 15-минутный таймфрейм. Здесь у нас больше масштаба, да, которые позволят найти более крупные пробои. Вот самый последний из них. Чертим. Была локальная зона поддержки, которая в итоге пересеклась вниз. Мы уже на четвертой красной свече, и это лишь подтверждает наш медвежий сигнал. Теперь мы можем спокойно вернуться на наш рабочий минутный таймфрейм и понять, что у нас началось, да, вот оно, видите, движение после пробоя. То есть, по сути, это и было стартом нашего тренда. Вышестоящие таймфреймы всегда подскажут вам больше, друзья мои, поэтому обязательно используйте их в своей работе. Вообще я тут действую от обратного, с низких на высокие. Но лучше все-таки начинать с больших таймфреймов и переходить к малым перед началом своей торговой сессии. Очередная легкая сделка позади, меняем график, торгуем дальше, поехали. Здесь у нас отличный пробой вниз, мы его отторгуем. Давайте разберем. Все просто. Есть наклонный канал, который движется в сторону пробоя. Он, то есть, уже пробит. Есть две красные свечи. Они говорят нам о том, что медведи захватили всю инициативу. Особенно последняя свечка с длинной верхней тенью. Она показывает нам максимально вообще явное засилье продавцов. Просто ждем экспирацию. Уверен, что это будет крайне легкая сделка для нас. Иногда рынок вообще дает очень наглядные сигналы, можно увидеть пробой и уже на первой свече понять, что отката точно не будет. Особенно полезны в таких случаях индикаторы объема, которые также могут верифицировать истинные и ложные пересечения уровней. Здесь их нет, но у меня есть отдельный ролик на эту тему на канале. Посмотрите обязательно его. Там я рассказал, как этим пользоваться. Так, что у нас тут будет, ребят? Ну, ладно, не так уверенно, все равно мы закрываем эту сделку. Сейчас справим на новом графике уже ситуацию, поехали. Ну что ж, евро к австралийскому доллару, и вот оптимальная точка входа для нас. Я открываюсь в шорт. Сейчас вы поймете, почему ждать именно снижения. Как всегда, мы начинаем с поиска ключевых уровней. Выделяю первый, вот он, но объективнее использовать вот это чуть повыше. Таким образом у нас получается целая зона, в которой мы видим явный сигнал от последних свечей. Откат вниз, то есть успешный ретест. Я вхожу на самом старте, думаю, это начало очень хорошего движения. Вообще,
в природе любого ретеста лежит предложение рынка вернуться к предыдущим условиям. В нашем случае был выкуп вверх, на котором стало ясно, что покупатели интересуют цены ниже, а продавцы готовы продавать сейчас за эту цену. Ну а раз рынок говорит, что его все устраивает и возврат обратно не случается, ретест выполняется. Теперь мы понимаем, что у участников есть согласие по цене, которое резонно приведет нас к снижению. К слову, это и происходит, друзья. Фиксирую прибыль. Прекрасно. Давайте подведем итоги. Ну что ж, друзья, в этом видео мы с вами разобрали теорию и живые примеры. Уверен, что теперь вы знаете, как фильтровать ложные пробои. Обязательно обращайте внимание на все, что я сказал в этом видео. Я желаю вам успехов. Также благодарю за просмотр, за лайк и за ваш комментарий. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами я прощаюсь. До встречи. Пока.